Ребят, всех приветствую. Меня зовут Ева Лехцер. Для вас снимаю тематическое видео на тему арканы Таро в виде тату. Какие энергии несут, какие несут последствия, стоит или не стоит. То есть это для тех, у кого стоит вопрос выбора. Все-таки наносить для себя татуировку с любимым арканом или не наносить. Для тех, кто, допустим, пропустил видео относительно коррекции судьбы при помощи арканов Таро, ссылочку оставлю под этим видео в комментариях. Ну а сейчас давайте поговорим по этому поводу. Итак, если кратко, по поводу тату. Все мы прекрасно знаем, что история татуировки, она у нас уходит в глубокое прошлое. Примерно, наверное, 60 тысяч лет назад люди начали покрывать свое тело всякими рисунками, но в то время это были символы, это животные, явления. То есть таким образом племена и народы могли обозначить свою принадлежность к тому либо иному племени, народу, утрированно нации. Поэтому татуировки были не только у женщин, они были и у мужчин. И более того, покрывали свое тело росписью. Но в то время это делалось для того, чтобы обозначить семейное положение, количество детей, принадлежность к социальному статусу. Поэтому нанесение татуировок всегда, во-первых, считалось ритуалом, при совершении которого допускались только избранные. И, во-первых, татуировка всегда, даже в текущее время, не наносится просто с бухты-барахты, пошли его и набью-ка я сегодня себе тату. Вы должны выбирать определенный лунный день, лунный цикл, знать четко значение аркана, энергетику, которую он несет. И уже в совокупности всех факторов, когда вы взвесили все за и против, принимать какие-либо решения. Но светлокожие люди всегда покрывали себя татуировками, темнокожие заменяли этот процесс вопросами рубцевания. В свое время, 60 тысяч лет назад, это делалось при помощи питандер. Это печати, либо такие глиняные штампы, а уже в 1891 году американец Орейли изобрел электрическую машинку. Сейчас этим все намного проще, и часто вы мне пишете: вот я вижу красивую тату, себе хочу, или я выбрала какую-то определенную колоду, мне очень хочется сделать себе эту татуировку. Давайте поговорим вот о чем. Стоит это делать или нет? Могу сказать от себя. Это мое мнение, я не являюсь истиной в последней инстанции. Вы можете послушать других эзотериков, которые также имеют какой-то опыт и навыки в этой нише. У меня нет татуировок ни с таро, ни без таро. Это не значит, что я против тату, но вы должны понимать, что набивая себе какие-либо арканы, вы вносите коррекцию в те энергии, которые протекают в вашем теле. То есть, по сути, вы меняете биоэнергетику вашу, ваше биополе. И может случиться так, что вы подобрали неправильный аркан, не те энергии. Либо эта энергия будет в избытке, и она потом будет действовать в минус, она вас будет разрушать. Особенно очень часто я встречаю таковое у людей солнечной стихии, стихии огня. То есть это Овен, Лев или Стрелец, которых и так энергии хоть отбавляй. Но я хочу себе набить нашу карту, да, и начинают себе там добавлять аркан Солнца, начинают себе добавлять Императора, тем самым увеличивая эту энергетику. Каким образом это играет в минус? Очень часто видела на практике людей, которые, повторюсь, были с избытком энергии, набивали дополнительно, подразумевая под арканом Солнца счастье и так далее, благополучие, процветание. Они потом проходили курс радиоволновой терапии. Потому что Солнце, которое в избытке, Солнце, которое уже разрушает. Поэтому энергии арканов вы добиваете только тогда, когда у вас это не хватает. Но сейчас, в эпоху современности, это все можно решить иным путем. А именно, очень хочется вам какое-то тату. Сейчас, пожалуйста, на любых западных сайтах, будь то Etsy, Kickstarter, любые другие, Amazon, вы можете найти себе татуировки переводные, вот эти временные, с любым арканом. Для чего это стоит делать? Почему? Потому что вы поносите, вы попробуете. Дело не в том, что даже вам надоест или не надоест, а какие энергии данный аркан привнесет в вашу жизнь.
Поменяет ли что-то это в вашей жизни? Как это для вас будет отображаться? Как вы себя будете ощущать? Особенно если вы делаете какую-то комбинацию карт. Очень часто самой такой вот распространенной комбинацией, которую я встречала, которую видела, о которой мне запрашивали, является, допустим, комбинация Солнца и Луны. Шикарно на самом деле. Почему? Потому что она говорит о уравновешивании мужской и женской энергии. Это, знаете, как, ну, символ поколений, наверное, бы так назвала. Два небесных светила, о которых слагали легенды, мифы, да, и отождествляем мы сейчас это с чем-то божественным. Потому что Солнце у нас это мужское начало, Луна это женское. Но как следствие, энергия нашей души, она несет две эти энергии, мужскую и женскую. Поэтому Луна это у нас всегда символ загадочности, умиротворения, в то же время сила. Луне всегда поклонялись и верили, что своим могуществом она может затмить даже Солнце. Но вместе с тем, когда мы соединяем Солнце и Луну, особенно когда расположены Солнце и Луна друг напротив друга, либо Солнце поглощает Луну, или наоборот, или это все сливается в единое целое, это нам как раз дает баланс этих энергий в жизни. Вот у кого есть очень сильный перекос женского или мужского, для вас это может подойти. Либо тот же аркан, например, умеренность. Опять же, вы должны четко понимать и осознавать, где вам это тату нужно нанести, особенно если вы являетесь наемным сотрудником, и учитывать это с дресс-кодом вашей фирмы. В основном тату, да, чтобы они были незаметны, набивают под одеждой. То есть это, как правило, внутренняя сторона бедра, на ягодицах, на шее, низ живота. Именно конкретно эти татуировки. Конечно, у вас может быть свое видение по ситуации. Но это вот то, что из распространенных. Так же, как колесо фортуны и туз пентаклей. Обратите внимание просто на тот факт, что со временем действительно энергии может быть в избытке. Вы скажете, допустим, как может быть в избытке энергии туза пентаклей, там, энергии денег, счастья, благополучия. Это может сказаться в том плане, в том контексте, что вы станете, ну вот слишком материальны, слишком будете циклиться на заработке, на деньгах, будете все полностью, знаете, как деньги, деньги, деньги. Вы ничего не будете видеть, никаких других иных людских качеств, ни духовной какой-то пищи. Вы полностью будете заточены только над этим. Это тоже может сыграть с вами в злую шутку. Это первое. Помимо всего прочего, как я сказала, может быть очень сильный перекос в сторону той энергии, которую вы хотите. Очень часто также мне говорят, вот мне нравится аркан дьявол, я фанатею, я хочу аркан всевластия, аркан практиков, эзотериков, магов, аркан сексуальности, аркан подавления силы воли других людей. Да, он действительно шикарен по своей насыщенности, но вместе с тем может вас вогнать в пучину каких-либо зависимостей эмоциональных, алкогольных, табакокурения, переедания. То есть у вас, если вы не умеете контролировать эту энергию, у вас в жизни может случиться такой перекос, что который вы потом не сможете остановить. Более того, это касается не только энергии аркана Таро. Я видела людей, которые набивали у себя, был такой товарищ, набил на спине богиню Кали, и человек потом начал усыхать. Вы можете сказать, это совпадение. Ну, безусловно, я с вами согласна. Можно обозначить как совпадение, но когда человек что-то делает бездумно, или как набивает бабочку Махаон, бабочку смерти, а потом человек чахнет и не понимает, от чего это происходит, или набивает какой-то экзотический цветок, не понимая ни его значения, ни предназначения, ни с какой целью он должен быть применен, какую информацию в себе, энергетику он несет, то это действительно чревато последствиями. Поэтому, если все-таки уже выбрали какой-то аркан и собираетесь его набивать, то я рекомендую вам это делать с осторожностью, потому что не бывает, как я вам говорила, категорически позитивных или негативных карт. Любой аркан является биполярным, несет в себе как светлые, так и темные энергии. Это для вас они, о боги, смерть это ужас, там, или башня это разрушение. Нет. То же самое касается позитивных арканов. Думаете, класс, сейчас как запилю себе звездочку там, да, или там еще что-то, и жизнь наладится. На самом деле с этим нужно быть очень осторожным, потому что в каждом аркане идут позитивные и негативные значения, поэтому ознакомьтесь в обязательном порядке с теневыми сторонами аркана, которые вы собираетесь набить.
Ну, а вообще хочу вам сказать, что, во-первых, вы должны понимать архетип той либо иной карты, как она соотносится с вашим архетипом. Это уже лучше прорабатывать старопсихологом, либо астропсихологом, вот эти вот моменты. Те, кто понимает в первую очередь архетипы арканов, может вам дать какой-то, ну как, совет, содействие, чтобы вы потом об этом не жалели. Но еще как вариант, как можно решить эту проблему. Сейчас очень много вещей, которые вы можете на себе носить. Футболки принтованные с арканом, сумки, пижамы, да все что угодно. Вплоть до того, что там сейчас в нынешний век технологий и постельное белье, и чашки, и вот последняя коллекция посуды от дома Dior. Я просто как увидела, я зафанатела. Там все в арканах, и луна, и звезда, и что хочешь, все 22 старших аркана, очень шикарная коллекция. То есть, опять же, посуда, казалось бы, рисунок, но любые рисунки, любые графические элементы, это называется вопрос графической магии, несут в себе в ту энергетику, которую вы будете поглощать. Поэтому очень-очень аккуратно с этими моментами. Ну а вообще вопрос дермографии, она же татуировка, да, то есть нанесение каких-либо рисунков на кожу, он является очень сложным, поэтому я бы вам рекомендовала брать пример с мудрых индусов. Почему? Потому что они рисуют любые, скажем так, мандалы, рисунки, все что угодно хной. То есть если там действие, ну, как рассеялось, иными словами, смывается тот рисунок или тот аркан, который вы себе выбрали, вы об себе донавели, действие усилилось. Но, тем не менее, вас это, знаете, каким-то образом охранять от переизбытка того, что вы можете здесь получить. Потому что у каждой медали две стороны, вы должны это прекрасно понимать. Особенно если вы себе, как говорю, собираетесь набить грядку этих арканов, там, триаду, дуаду, или некоторые там чуть ли не целый расклад выбивают. Я такое тоже видела, особенно когда увидела тату с раскладом Кельтский крест, думаю, о боги. Вы потом просто можете задавать себе вопросы, а почему в жизни происходят те либо иные перемены, да, и вроде бы я себе набил позитивные арканы. Во-первых, прежде чем набивать себе дуады, триады по картам, вы должны понимать смысловую нагрузку. О чем данная дуада или триада может говорить в абсолютно разной сфере жизни. Ну, к примеру, вы себе подумали, решили, что вот, допустим, дурак, жрец и суд даст вам новый этап. То есть вы будете шикарно обучаться, вы будете нести знания людям, вы можете стать гуру. То есть это человек, который несет энергию в массы, начиная от проповедника мирового масштаба и сектанта до человека, который действительно является каким-то топовым там, профессором, кандидатом наук и так далее. И профессионально занимается обучением людей. Но вы можете, ну, та же самая триада может вам сказать о том, что вас потом будут отпевать, и вы уйдете в мир иной. Особенно это касаться по дураку будет тех, кто как, ну, потому что дурак это, ну, не могу сказать, что прям совсем несчастный случай, это по глупости какая-то ситуация, либо во время родов. Поэтому даже позитивные арканы, как бы вам это странным не показалось, могут нести негативную формулировку. То есть, по сути, вы набиваете себе код, по которому вы в дальнейшем будете жить. Не шутите с этим. Во благо вам временные тату, рисунки хной, принтованная одежда, сумки, аксессуары, те же браслеты очень часто я вижу с изображением всевозможных арканов. То есть подбирайте себе энергию того либо иного аркана. Или если вы хотите, знаете, как говорю, прочувствовать. Всегда рекомендовано, во-первых, это носить с собой, потому что чтобы вы максимально большее количество времени созерцали тот аркан, энергии которого вам не хватает. Вот если обращали внимание, повторюсь, вот на Итсе я видела браслет, и на браслете вот такие вот небольшие картинки. То есть вы сами можете сделать выборку по арканам, которые вам необходимы. Это такой браслет, например, заказать. Либо, не знаю, носить на шее, хотя, ну, вы будете видеть это только в зеркало. То есть желательно, чтобы вы постоянно имели зрительный контакт, визуальный ряд с теми арканами, энергии которых вам не хватает. Нося просто на себе футболку, да, или там сумку, вы как бы подпитываетесь просто энергией этого аркана. А когда вы еще смотрите, то вы погружаетесь и как прорабатываете эту энергию, повышаете уровень своих вибраций на максимально возможное количество.
чаще. Это мягче, чем просто вы на себя нанесли а, тату, которое вы даже можете не сразу и не скоро вывести. У вас на это может элементарно просто не быть времени, ресурсов, либо еще чего-то. И вообще вы должны понимать, очень часто мне говорят, вот я хочу себе набить тату, я чувствую, что он дает мне силу, защиту, энергию, либо какие-то там пентаграммы, либо любые там оккультные, либо графические символы. Еще раз вам объясняю, что вот то, что вы набиваете, дерматография– это украшение, вот знаете, как типа маникюра, это как социальная метка. Это всегда является негативным, потому что это притягивает к себе больше энергетической грязи. Это мешает потоку и движению энергии. И вообще у человека, у которого есть тату, его легче пробить, даже если на нем есть защита. То есть он легче поддается воздействию. Да, очень много практиков, магов, которые носят тату, и это шикарно смотрится. Но вы должны понимать, что у них ни одна, ни две, ни три защиты, и это приходится постоянно обновлять. То есть если вы хотите быть целостным, если вы хотите быть, знаете, как я говорю, эмоционально стабильными, чтобы у вас энергия была в балансе, лучше этого избегать. Тут же, конечно же, возникнет вопрос, а как же татуаж? Вот девчонки там себе бьют брови, ресницы, губы. Татуаж, как правило, это поверхностное нанесение, ну, как перманентных красок. Если мастера меня сейчас перманентно смотрят, они могут это подтвердить или опровергнуть. То есть это не глубокое набитие, как вам сказать, рисунка. И это само по себе не является изменением вашего биополя. Почему? Потому что это подчеркивает ваши же контуры тела или ваши черты лица. То есть это не идет изменение кардинальное чего-либо. Ну, понятно, что, допустим, мастер может исправить вам, делая там татуаж губ, асимметрию, если у вас там есть, она присутствует. Но в любом случае это не графический символ, поэтому это не является программой, которая пробивает вашу энергооболочку. Вы должны это прекрасно понимать. Ну и помимо всего прочего, опять же, вот это подбирается в определенный день, в определенный час, и не каждому подходит определенный защитный символ. Не может это быть каким-то универсальным способом или средством для каждого. Потому что защитная магия, такая же, как и любая другая, она должна подойти сугубо вашей энергетике, а не просто для вас быть модной, понравившейся или какой-то такой заезженной. Любая пентаграмма, рисунок, то, что призывает помощь определенных сил, будь то даже вот иконостас, который вы можете с собой носить на шее, работает даже не сама пентаграмма, а участвующие в ее создании силы. Поэтому, если вам хочется защиты, если вам хочется изменений в вибрациях ваших энергий, закажите себе, не знаю, оберег, купите себе определенную вещь или просто носите с собой подобного рода аркан. Не портите свое прекрасное тело. Это, в принципе, все, что я вам хотела озвучить, донести. В любом случае, я приветствую мнение каждого из вас, жду его в комментариях, поэтому поделитесь, как у вас это работает, особенно кто себе набивал арканы Таро, что поменялось в вашей жизни, какие изменения произошли, что вы почувствовали. Делитесь это с теми, кому это необходимо. Ну и счастья каждому из вас. И до новых встреч!